Всем привет! Разговор с вами начинаю на 5000 оборотах, ребят. Почему? Потому что у нас в выпуске Honda. Honda любые надо крутить, даже если это большой грузный Honda Inspire, да. Сами понимаете, это же в любом случае остается Honda, в каком бы кузове машина ни была. А значит, мы хотим ее крутить и хотим ездить на ней в поворотах. Про эту машину очень часто говорят, что она, совсем не рулящаяся. Вот аккорд это да. Извините, Inspire в этом кузове, он является аккордом, просто в Китае и в Америке. Подвеска рычажная, разумеется, здесь не Макферсон какой-нибудь вам. Сзади аж 5 рычагов на сторону с горой сайлентблоков. Спереди двойные рычаги, но с реально дорогим оригинальным амортизатором, 1000 за 15. Но, конечно же, все ставят от 7-го аккорда Каябу вдвое дешевле, но ничем не хуже. Мотыляться-то по трассе вообще нормально, вы понимаете? Чувствительность руля тоже присутствует, хотя электрорейка, да. Вы посмотрите, как я влетаю в поворотики на хорошей такой вполне себе скорости. Здесь именно правильные такие настройки подвески, компромиссные. То есть у нас не совсем жесткая зубодробилка, но в то же время и не мягкий диван. Причем какие цепкие тормоза, хотя всего лишь однопоршневые. Слушайте, я представляю, что здесь будет, если свапнуть тормоза мощные от Honda Legend, да, Honda Legenda. В общем, если вы думаете, что Honda Inspire это вальяжная какая-то машина, все зависит от того, в чьих она руках. Она вполне может ехать бодро, может ехать интересно, ею приятно управлять. На самом деле, приятная она и в салоне, хотя, конечно, относительно скромная. Но определенно комфортный салон, это точно, это факт. Тем более мне нравится у Honda, что они умеют как-то сочетать комфорт и в то же время какую-то такую спортивность. То есть ты реально вот сидишь мягонько, вроде комфортненько, так все удобно, но в то же время боковая поддержка, она достаточно твердая. Здесь, конечно, есть вперед-назад, да, понятно, спинку регулировать можно, слава богу, что есть поясничная поддержка, кстати, попробуем сейчас. Давай вот до максимума. Я люблю, когда вот именно внизу, где поясница, все очень хорошо. Да, но боковой поддержки регулировки нету, а это хочется, потому что вот тут прям в боковинку-то уперлась. У нас не топовая комплектация Аванзар, хотя и кожаные сиденья, да, в наличии. Но здесь отделочка серебрянкой, а не под дерево, как могло бы быть. Кожа, кстати, кожа, прикиньте, не молодой дермантин. Наша машинка где-то посерединке, я бы сказал, по оснащению. В принципе, есть все, что нужно, да, вот люка разве что нету, но вот я из-за этого особо не переживаю. Приборка, сами видите, сделана так подспортивленно, то есть в ленивом положении стрелки висят вниз. Начинаем разгоняться, стрелки поворачиваются вверх, все спортивненько, красиво, хотя мы в таком солидном вроде бы седане. Мультируль, понятно, что он ориентирован в первую очередь на мультимедиа, та же вот громкость, режимы. Но, с другой стороны, есть кнопки, которые отвечают за круиз-контроль. В общем, вполне себе. Понятно, что не как у современных машин целая пачка всяких развлечений. Хотя бы что-то. То есть, они, конечно, есть вообще без этого. В целом, дизайн абсолютно простой, я бы сказал, сдержанный даже. Понятно, что это если сравнивать с современными Хондами, у которых все вот такое с изгибами, с какими-то там полочками, что-то такое, такая активная дизайнерская мысль. Здесь скромно, но опять же ориентировано, как я люблю говорить, на российского потребителя. Я ж солидный дядька, что я, полупокеры всякие, пускай порадуются. Да, бля. Сама по себе мультимедиа, она тоже не обязательно будет признаком максимальной комплектации. Бывает так, что вот как у нас не максимальная комплектация, а тоже есть такая штука. Мультимедиа, кстати, на те года вполне продвинутая. Там уже с завода есть неплохие функции, например, штатный диктофон. То есть балбесы могут выпендриваться, да, если остановили гаишники. Как они делают? Причина остановки, покажите ориентировку.
Им даже не надо мобилку таким доставать. Подогревы сидений есть. Вот подогрев руля бы еще, конечно, вот тут тоже было бы неплохо. Но подогревы сидений зато есть. Без, конечно, крутилочки с режимами, где можно прям выбрать степень нагрева. Но хотя бы высокая степень, низкая степень нагрева. Хотя бы так есть. Подстаканники вот неплохие вполне. Под крышечкой даже. Ну, как по мне, не глубокие. Этот отсек даже будут чаще под хранение мелкого хлама использовать все. Согласитесь, если вы любите свою машину, то вам хочется ее содержать в чистоте и порядке. И вот здесь у меня есть полезная информация для жителей Москвы и Подмосковья, правда, только. Вот сейчас на экране вы видите телефон, по которому вы можете записаться на полный комплекс услуг по уходу за автомобилем. Химчистка, полировка в том числе и фар, нанесение защитных покрытий. Да они даже удалением вмятин без покраски занимаются. Ну и другими малярными работами тоже. По адресу Ярославское шоссе, дом 4, ну это, конечно, как бы уже мытищи. Вы можете получить максимально полный комплекс услуг по полировке кузова авто, дисков, фар, химчистке салона, нанесению защитных покрытий. И главное, недорого. Даже мне в Иркутске цена кажется адекватной. Всего 7000 рублей за полный комплекс услуг по химчистке салона. Кроме того, есть скидка на совсем полный комплекс. То есть химчистка, плюс полировка с керамикой, плюс антидождь в подарок даже. И всего за 18 тысяч рублей, а не за 22 тысячи рублей. Качество работ очень высокое, опыт более 7 лет. К ним даже на майбахах приезжают смело. Можете сами убедиться, загляните в их соцсети. Там очень много фотографий и видео по типу до и после. Так что, если кто хочет записаться, телефон у вас на экране, а также вся остальная контактная информация и ссылки на соцсети находятся в описании. Ну а кто поедет, не забудьте передать привет Алексею от Яна. Визуально она, конечно, не кажется такой большой, как ожидается, да, от автомобиля длиной 4,8. Ну, может быть, это из-за того, что она скругленная такая. Ну, согласитесь, предыдущие поколения оказались прям совсем огромными, да, такими прям совсем длинными машинами. Здесь вот именно благодаря тому, что все скруглили, нет у нас таких ощущений. Может быть, кому-то это даже и не нравится как раз, потому что вот это поколение, оно редкое, именно потому что оно не особенно популярно. Конечно, первый недостаток, я знаю, все говорят, ну, кого не спросить, сразу думают про расход, потому что нету версий с маленькими моторами, ну, с моторами поменьше, так скажем. У того же Аккорда выбор большой, да, там и 2 тебе литра, ну, я имею в виду Аккорды тех годов, и 2 литра, там, и 2,4, все, что хочешь. А здесь конкретно только 3-литровые моторы. Даже у Inspire предыдущего поколения был выбор. Ты мог взять либо большой мотор, там 3,2, либо поменьше. Ну, в общем, выбор был, здесь выбора нет. Здесь выбора в принципе нету, здесь только 3 версии, 3 комплектации, что в дорестайлинге, что в рестайлинге. То есть победнее, чуть-чуть пожирнее и совсем богатая. По цене очень демократичные машины. То есть даже максимальные версии, даже очень насыщенные, оснащенные, они укладываются в пределах 1700. Представьте себе, в ролике про седан появляется рулетка. Спинку заднего сиденья можно сложить, и проем, который в итоге образуется, он не маленькая дырдочка посерединке, которую там неизвестно что можно просунуть, а нормальный такой проем. Смотрите, сейчас все покажу. Для начала ширина багажника. Ширина багажника метр 40. Во многих седанах вот это вот багажное отделение, оно такое по остаточному принципу. Ни туда, ни сюда. Ну, лишь бы что-то кинул и прочее. Здесь прям нормальный багажник. В глубину только до задних сидений, до спинки. Метр 10. Даже учесть, что арки заходят в багажник, ширина в самом узком месте 80 сантиметров. То есть, понимаете, багажник совершенно не по-седановски большой. А теперь я сложу сиденье. Там есть такой регулятор, крутилочка, которая сразу отмыкает, так скажем, замок, и кладется спинка целиком, не по отдельности, целиком кладется спинка. И вот теперь глубина до передних сидений, елки, я как будто не про седан рассказываю. 1,70 м, как в приличном универсале. Высота, конечно, погрузочная небольшая, да, понятно, что у нас же здесь небольшой такой, ну, какой-то там совсем большой проем. Ну, машина же все-таки не универсал, но, тем не менее, для седана это хорошая штука. Ширина проема в самой узкой части 60 сантиметров, в широкой части метр. По-моему, классно, пишите в комментариях. Зашибись? Ну-ка, давайте-ка, вот сейчас мы как дадим газу.
Я с вами в это... Стабилизатор убежал, все, покинул чат. Я с вами разговариваю, но в то же время рулю, да, смотрите, влетаю в повороты на серпантине, все нормально. У меня были на канале машины, где разговаривать невозможно, когда ты так едешь, но здесь можно вполне. V6, 3 литра. Вот этого, конечно, совсем прямо-таки нету, но звук очень даже приятный. Атмосферный, достаточно крутильный хондовский мотор. Пятиступенчатый автомат, это, конечно, большой плюс. Определенно. Смотрите, я поднимаюсь в горку. Кто сказал, что нету крутящего на низах? В горку поднимаемся замечательно. С 2000 оборотов сразу замечательно набираем. Этот V6 трехлитровый, он имеет в себе функцию отключения аж 3 цилиндров для экономии. То есть здесь вы уже не будете мне писать в комментариях: ой, да это же все жручие тачки, да он же жрет как не в себя, 3 литра, ни хрена себе. Здесь вы вполне можете ездить экономично. Даже вот я сейчас еду потихонечку, ну как потихонечку, еду 70. Горит значок эко, это означает, что цилиндрики отключены. Система эта управляется электроникой, но основана на всем известном хондовском втеке. То есть эта система тоже работает с клапанами. Получается, в нужный момент оставляя их на определенных цилиндрах в закрытом положении. Разумеется, попутно перекрывая подачу топлива и отключая искру. Оттуда, разумеется, экономия и расход литров в 7 на 100 километров. Теоретически, на практике, конечно, побольше. Здесь важно сказать про минусы, они есть и важные. Во-первых, вибрации прям серьезные. Для этого даже специальные подушки двигателя стоят, чтобы компенсировать тряску. А на больших пробегах эта система провоцирует появление масложора, повышает вероятность перегрева из-за неравномерности нагрузки. Поэтому многие эту систему принудительно, чаще всего программно, отключают. Это же бизнес-седан, ребят, это же бизнес-седан, комфортный, с кожаными сиденьями, с климат-контролем двухзонным там. Все такое. А почему ты едешь вполне себе спортивно? Наверное, все-таки Honda есть Honda. Camry так не может определенно. Система безопасности в Inspire нам, людям из 2022, покажутся обычными. Ну, что там такого? Контроль полосы, контроль расстояния до впереди идущей машины, интеллектуальный круиз-контроль. Ну, в общем, важно сказать, что система не только пищит, вопит, предупреждая, что может быть столкновение, но и если так ничего и не делать, то машина, в отличие от водителя, не захочет самоубиться. Она еще и натянет ремень безопасности и сама будет активно тормозить. Ну, а на случай, если совсем уже когда кранты, есть 6 подушек, включая боковые шторки. Эмоции, в общем, можно получить, как я всегда говорю, от любой машины. Главное знать, где эти эмоции искать. Остается замерить разгон. Остается замерить разгон до 100. Пишите сейчас прямо в комментариях, кто думает, сколько выдаст Inspire. 250 лошадиных сил, 1,5 тонны, ну там с копеечками веса. Передний привод, блокировок нет, пятиступенчатый автомат. Давайте, пишите, как вы думаете, сколько она поедет до 100. Как я ожидал, 8 секунд, так он и едет. То есть с двумя людьми он едет там 8,5, может поехать там 8,7. То есть он здесь чувствует очень сильно вес. Здесь очень важно, то есть чуть-чуть машина тяжелее, уже хуже разгоняется. Но с одним человеком в салоне вполне себе 8 секунд ровно мы имеем. Я думаю, если постараться, можно выдавить из него 7,9, например. Все зависит еще, опять же, от рельефа местности. Если рассуждать об Inspire как о машине, которая ориентирована все-таки на комфортную трассовую езду на дальние расстояния, да, то разгон неплохой. Ну, с места так вообще он прям с просвистом прям нормально. В общем, я не разочарован совершенно. Вот все как надо.
напишите вы, как считаете. Конечно, я знаю, что найдется кто-нибудь, кто скажет, ну, 3 литра 8 секунд, да моя ж Приора едет точно так же, езжи. Но нет, она твоя Приора так не едет. И Fit ваш тоже так не едет. И только кажется, что он так едет. Вот он спокойно показывает 12, допустим, километров на литре, 14 километров на литре. То есть, когда ты спокойно ездишь. Конечно, мы поотжигали, да, тут повыдавливали из него все, что можно. Он теперь уже показывает 9,6 километров на литре. Ну да, ну что теперь поделать? Мы же все-таки его разгоняли, да, все из машины выдавливали. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делайте репосты в соцсети, приходите на прямые эфиры, активно рассказывайте друзьям о моем канале. Мне радует, что у меня атмосфера в комментариях нормальная, без срачей и идиотов. Все, подписывайтесь на канал. Всем пока.